Замечали ли вы, что многое вокруг нас состоит из двух створок? Две створки можно увидеть даже у растений и плодов. А еще две створки есть у особой группы подводных обитателей, которых так и назвали – двустворчатые. Сегодня я расскажу вам про малоизвестные, а порой и темные стороны этих моллюсков. Многие знают только трех известных представителей двустворчатых. Это мидия, устрица и морской гребешок. И то только потому, что они съедобны. Но на самом деле существует больше 20 тысяч видов двустворчатых моллюсков. Большинство из них являются морскими обитателями. Остальные живут в пресной воде и на побережье. Вам интересно, из чего состоит двустворчатый моллюск? Первое, что мы видим, это раковина, которая состоит из двух половинок или створок, плотно прилегающих друг к другу. Поэтому слово «двустворчатый» означает «две створки». А что это за палочки спереди и сзади раковины? Это два мускула. Они отвечают за удержание раковины в закрытом состоянии. Когда моллюску надо открыть свой домик, он просто расслабляет мускулы. Створки состоят из карбоната кальция. Представьте себе мел или скорлупу яиц, только намного толще, поэтому створки твердые и прочные. А все потому, что именно раковина защищает моллюска и позволяет прятаться от врагов и хищников. Внутренняя сторона створок покрыта перламутровым налетом. Чем старше водное создание, тем толще этот слой. Кстати, раковины двустворчатых моллюсков могут быть совершенно разной формы. Например, у этих моллюсков круглая раковина, оттого они и названы шаровками. А это сердцевидка. Когда обе половинки ракушки закрыты, то она очень напоминает нарисованное сердце. Раковина этого моллюска напоминает полураскрытый веер или перо. А это морской черенок. Он имеет удлиненную, узкую, продолговатую раковину и внешне выглядит как толстая сигара. А самый крупный двустворчатый моллюск – гигантская тридакна. Во взрослом возрасте ее вес может достигать 300 кг, а ширина раковины доходит до 2 метров. Настоящие морские гулливеры. Тридакны закрепляются в песчаном грунте или среди кораллов раскрытыми створками кверху. У некоторых двустворчатых раковина может быть покрыта шипами или колючками. Они служат опорой на мягких отложениях, помогают противостоять действию морских волн и течений и защищают от хищников. У некоторых раковина вообще уменьшена в размерах, например, у таких видов, как корабельные черви. Это не черви, как можно подумать, а двустворчатые моллюски, которые относятся к семейству древоточцы. Просто форма тела червеобразная, а на переднем конце находится раковинка, состоящая из двух маленьких пластиночек. С помощью этой раковины корабельный червь просверливает ходы в древесине. В прошлые века, когда основным материалом для корабельного дела являлась древесина, корабельные черви были страшными врагами флота и потопили тысячи кораблей. В некоторых мягких камнях можно увидеть ходы, просверленные другими моллюсками. Это работа морского финика. Его раковина с зубчиками очень похожа на финик. С помощью этой раковины морской финик сверлит норку в камнях, чтобы спрятаться в ней. А ракушки двустворчатых также бывают разных цветов. Цвет зависит от условий их жизни. Яркими красками блещут раковины тропических моллюсков, чтобы оставаться незаметными среди кораллов и морских звезд. Более скромную окраску имеют раковины моллюсков, живущих на песчаном грунте. Глубоководные формы имеют бледно окрашенную раковину. Большинство пресноводных окрашены в зеленоватые или коричневатые тона. Теперь давайте узнаем, что находится внутри раковины двустворчатых. А внутри находится мягкое тело, без костей и головы, которое называется мантией. Также внутри находятся жабры в виде двух лепестков. А еще у некоторых двустворчатых есть мягкая, но мускулистая нога, которую они высовывают из раковины, чтобы передвигаться по дну или закапываться в песок. Теперь давайте посмотрим, как питаются двустворчатые моллюски. Им не нужно охотиться за едой. Вместо этого у них есть две трубки. Они называются сифоны. Один сифон вводной. Он работает как маленький пылесос и засасывает воду вот с такими мельчайшими частицами и микропланктоном. Вода процеживается через жабры. С поверхности жабр пищевые частицы направляются в ротовое отверстие, которое находится с другой стороны сифона. Затем пища переваривается в желудке, переходит в кишечник и выводится через второй, выводной сифон с водой.
служат сифоны и для дыхания. Вода несет к жабрам кислород и уносит от них выделенный углекислый газ. Именно благодаря сифонам двустворчатые моллюски могут зарываться на дне в ил или песок, так что виден только край их раковины и сифоны. Так они скрываются от хищников. Вот так это выглядит в реальной жизни. Большинство моллюсков закапываются неглубоко, поэтому их сифоны короткие. А вот такие двустворчатые моллюски, как морские черенки, могут закапываться очень глубоко, поэтому у них очень длинные сифоны. Но не все двустворчатые предпочитают зарываться в мягкое песчаное дно. Есть виды, которым важно прочно прикрепиться к чему-нибудь твердому, так как они не смогут кормиться, если их унесет в море или выбросит на берег. Например, мидии. Для прикрепления к камням они выделяют клей, который затвердевает при соприкосновении с водой. В результате образуются тонкие нити, которые удерживают раковину на одном месте. Эти нити называются биссус. Несмотря на свою тонкость, они удивительно крепкие и могут выдержать удары любого шторма. Часто мидии образуют вот такие большие скопления на подводных скалах. Их называют мидиевые банки. На камнях можно встретить еще и устриц. Они тоже образуют небольшие колонии, прирастая нитями друг к другу или к камням своими раковинами. А есть виды, которые не зарываются в песок и не прикрепляются к твердым поверхностям. Например, морские гребешки. Они предпочитают плавать со струей воды, выталкиваемой из мантии. А теперь давайте узнаем, как появляются на свет малыши-моллюски. Мама-моллюск через выводной сифон выпускает яйца в воду. Затем из яйца вылупляется личинка, которая дрейфует в воде при помощи ресничек. Уже в это время у личинок образуется зачаток раковины, но он выглядит как одна целая пластина. Затем личинка переходит в следующую фазу своего развития – парусник. Из верхней части личинки образуется парус с многочисленными ресничками. Начинает формироваться нога и двустворчатая раковина вокруг тела. Затем личинка опускается на дно или камень, где она постепенно превращается во взрослого моллюска. А вы знаете, как определить возраст моллюска? У двустворчатых можно хорошо проследить рост по тем линиям, которые имеются на раковине. Да, вроде бы твердая и неспособная к растяжению ракушка на самом деле растет на протяжении всей жизни моллюска. Заметьте, среди всех линий особо выделяются узкие, немного более темные линии. Они обозначают замедленный рост раковины в зимний период. Между ними вы видите более широкие и светлые промежутки. Этот рост раковины летом, который происходит быстрее. Из-за этого раковина имеет неоднородную структуру, так называемые кольца роста. Они, как и кольца древесины, являются лучшим определителем возраста моллюска. В нашем примере 6 темных колец, значит можно предположить, что этому моллюску 6 лет. А теперь попробуйте сами определить, сколько лет этому моллюску. Правильный ответ 3. Если вы ответили правильно, значит внимательно слушали. А вообще двустворчатые настоящие долгожители. Например, самому старому из них было целых 507 лет. Это был моллюск по имени Мин, названный так в честь китайской династии. Но группа ученых по неосторожности убила существо, пытаясь раскрыть его раковину. Они положили его в холодильник, где животное и закончило свои дни. Напоследок хочу рассказать про еще один процесс, который уникален для двустворчатых моллюсков. Это образование жемчуга. Жемчуг очень ценится в сфере ювелирного искусства, однако процесс производства одной жемчужины достаточно долг. Происходит это так. Внутрь попадает крохотная песчинка и оказывается между раковиной и мантией. Для моллюска эта частичка является сильным раздражителем. Он начинает с ней бороться, окутывая ее слоями известняка, такого же, как на внутренней стороне раковины. С ростом раковины утолщается и слой известняка на песчинке. Это может идти годами, и в результате мы получаем прекрасную, сверкающую жемчужину. Слой известняка, покрывающий жемчужину, называется перламутр. Слой прозрачен сам по себе, но он ценится за радужные переливы на поверхности. Многие думают, что жемчуг могут делать только устрицы, но это не так. Большинство морских двустворчатых может производить жемчуг. Например, те же морские гребешки и мидии. Правда, жемчужины мидий больше похожи на серые камушки, чем на сверкающие драгоценности. Даже пресноводные двустворчатые тоже могут делать жемчуг. В первую очередь это жемчужницы, перловицы и беззубки. Завершить наш рассказ о двустворчатых моллюсках хотелось бы их важной ролью в экосистеме водоемов.
Например, одна только взрослая устрица может фильтровать 95 литров воды каждый день. Ведь когда моллюски всасывают воду, чтобы питаться бактериями и фитопланктоном, они поглощают в том числе разные загрязнители и другие вредные химические вещества, а выводят через сифон уже чистую фильтрованную воду. Вот почему эти безголовые моллюски так важны для поддержания чистоты воды. Что касается человека, то самый популярный вид применения этих созданий – это употребление в пищу. Больше всего люди едят мидий, устриц и морских гребешков. Кроме того, из раковин этих моллюсков делают бусы, серьги и разные сувениры. А еще их применяют в строительстве, ведь из раковин получается ракушечник. Это такой вид известняка, который еще называют морским камнем. Когда-то, миллионы лет назад, двустворчатые моллюски лежали на дне морей, а потом умирали и образовывали залежи раковин, которые сохранились до сих пор.